Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу поговорить о самых частых ошибках, которые допускают новички в вязании. На это видео меня натолкнул комментарий подписчицы. Я сейчас его вам зачитаю. Узоры у вас красивые, объясняете хорошо, и сам узор у меня получается связать, но начала вязать шарф подруги на день рождения. Получается ерунда. Все края разные. Правая сторона стянута, левая вытянута, низ лохматый получается. Хотя, когда вязала образец, узор красивый получился, а вот шарф такой и самой неохота носить, не то что на подарок. Почему образец получается, а шарф нет? Подскажите, что я делаю не так. Итак, давайте разберемся по порядку. Во-первых, образец – это очень маленькая деталь. Здесь края, если шарф стянут, то края и на образце будут стянуты. Только за счет того, что образец маленький, это не так бросается в глаза. Плюс вы его там отпарили, что-то с ним сделали, и более-менее образец имеет приемлемый вид. Если же это изделие, к примеру, это шарф, возможно, это какое-то другое сшивное изделие, неважно, которое больше размером, нежели вот этот образец, тогда, естественно, все косяки вылазят. Начну разбор по порядку. Стянутый наборной край или же наоборот слишком растянут. Во многих книгах и учебниках по вязанию я встречала, что рекомендуют набирать на более толстую спицу, на 2 спицы, по-разному. То есть спица должна быть толще, нежели основной номер спиц, которыми вы вяжете. Но я не совсем с этим согласна. Единственное, что я могу согласиться, да, на размер толще можно взять спицу, можно взять спицу дополнительную, которая в 1,5 раза меньше размером, нежели основные спицы. Я не согласна с тем, что нужно набирать на 2 одинаковые спицы. Почему? Я вот приготовила пряжу, просто хочу ее сразу показать вам. Это самая распространенная пряжа, здесь 100 метров в 50 граммах. Спицы рекомендует производитель 4,5-5. Очень адекватные рекомендации для этой пряжи. О рекомендациях производителей поговорим чуть позже. Все буду показывать на примере классических набора петель, закрытия и кромочных петель. Итак, набор петель, длинный хвост – это классический набор петель. Начну с того, что набирать петли можно по-разному. Вот у меня хвостик, а вторая на указательном пальце нить – это от клубка. Первую петлю можно набирать вот таким вот образом. Получается у вас сразу 2 петли. При этом способе начала набора петель первая петля у вас, как бы вы ее ни стягивали, она будет свободная, потому что так она формируется. Посмотрите на ее формирование, она идет с другой стороны. Но бывают изделия, для которых это не важно. К примеру, шарф, можно эту петлю закрыть бахромой. Второй способ, который мне тоже очень нравится, это вот такая первая петля, просто закрученная. И далее пошел набор петель. И здесь вы вот ниткой, хвостиком этим регулируете натяжение первой петли. Я же отдаю предпочтению скользящей петле, так как здесь есть узелок, который фиксирует петлю. Он в изделии не виден, но фиксация хорошая, особенно хорош этот способ, если вы вяжете по кругу и вам нужно соединить петли в круг. Итак, с первой петлей все понятно. Далее классический набор петель. От клубка нить на указательном пальце, на большом пальце у меня хвостик. Я набираю петли.
Я сейчас на одну спицу набираю, но это не важно. Вы сейчас поймете почему. Потому что натяжение зависит не от высоты петли. Высота петли, она стандартная по спице, а зависит стянутый или свободный край у вас вот от этого межпетельного расстояния. И если вы набираете петли и потом не оставляете здесь расстояния никакого, а близенько так, и потом еще его затягиваете так хорошенько, чтобы прочненько было, естественно, это расстояние у вас будет маленьким. И вот даже на таком маленьком кусочке, здесь только одна петля затянута, уже видно, что край у меня получится стянутым, потому что эта петля уже у меня приближается к этим петелькам, и они будут очень-очень плотненько в дальнейшем сидеть. Если я набираю петли на 2 спицы, к примеру, вот у меня спицы, и я набираю петли на 2 спицы. Я буду хорошенько затягивать, имитируя стянутый край. Набрала я какое-то количество петель, вытаскиваю спицу. Петли у меня огромные. Они могут уйти в растянутый край вот таким образом. И что получается у меня? А у меня же в вязании не будет вот такого расстояния, когда я вяжу лицевую гладь. Оно будет значительно меньше у меня. 1,5 раза где-то меньше. Получается, когда вы провяжете лицевую гладь или же узор какой-то, у вас край получится лохматый, волнистый. Если же вам очень сложно набирать на одну спицу, у вас еще рука не поставлена, я могу рекомендовать только или взять спицы для именно набора петель на размер больше, или взять вторую спицу, которая в 1,5 раза меньше. К примеру, это у меня номер спиц 4,5, значит я беру дополнительную спицу не больше, нежели 2,25, двоечку. 2,25 далеко не у каждого есть. Двоечка вторая у меня спица должна быть, не больше. Иначе петли у вас будут очень вытянутые, и когда вы будете проводить ВТО, может быть еще до этого, у вас край наборной получится волнообразный. Как сказала зрительница, лохматый, потому что я видела это изделие, и я знаю, о чем я говорю. Поэтому при наборе петель прежде всего нужно обращать внимание на вот это расстояние. Вот это расстояние перед тем, как вы затягиваете нить, оно должно быть приблизительно такое же, как при вязании лицевой глади. Вот я набираю петли вот таким образом. У меня все расстояния между собой соблюдены. Это приходит, возможно, не сразу, с опытом. Нужно пробовать и не отчаиваться. Дальше мы переходим к тому, что получается неравномерное полотно и петли не одинаковой величины. Вот этот образец у меня, он не отпарен, не стиран, ничего, просто связала, немножечко прошла по краям вертикальным отпаривателем, чтобы гладь не закручивалась, потому что здесь обычный набор петель, и, естественно, лицевая гладь будет закручиваться, и края будут подкручиваться. Чтобы этого избежать, я просто прошлась паром, но никакой обработки этот образец не претерпел. Что хочу сказать по поводу неровности петель. Неровность петель, каким бы способом вы ни вязали, вы не уберете, если у вас нет достаточной скорости вязания. Ровные петли появляются, когда ваша скорость достигает минимум 60 петель в минуту. Можно это засечь, проверить и посмотреть, какие петли и какая у вас скорость вязания. Вы набираете, к примеру, 60 или 80 петель, засекаете по времени,
сколько у вас уходит его на вязание одного ряда. Я сейчас говорю не об узорах каких-нибудь, а просто лицевая гладь. Это скорость вязания лицевой глади. Вообще оптимальная скорость вязания считается 80-85 петель в минуту. Это уже петли начинают быть относительно ровные. Если у вас скорость вязания 100 и больше, то ваше вязание будет очень похоже на машинное, потому что петли будут максимально ровные. То есть чем выше скорость вязания, тем петли у вас будут более ровными. И с моей точки зрения, возможно, это субъективное, конечно, мнение, но исходя из своего личного опыта, я достаточно много людей обучила вязанию, я делаю вот такие вот выводы, что неважно, каким способом вы вяжете, если у вас нет скорости, вы ни классикой не добьетесь ровных петель, ни бабушкиным способом, ни азиатским, никаким. Только скорость вязания выравнивает петли и настраивает вашу руку на правильное натяжение нити, потому что неровность петель – это прежде всего натяжение нити. Какое должно быть натяжение нити и как ее правильно держать? Понимаете, здесь сложно ответить на этот вопрос, потому что классика считается, что безымянный палец должен регулировать натяжение нити. Я очень часто встречаю сейчас, когда люди вот таким образом, вязальщицы, наматывают вокруг пальца нить, и это имитация как бы машинки идет, и вот таким образом регулируют натяжение нити. У меня это не совсем получается, потому что здесь многое зависит от того, насколько ровно подается нить к вашему пальцу. Если клубок, к примеру, где-то там закатился, он не на держателе у вас находится, а там в ведерке, к примеру, или еще где-нибудь, нить пошла неровно, и вот у меня не получается. Хотя у многих этот способ получается. Я же классикой регулирую натяжение нити. Я нить держу, регулирую вот этими двумя пальцами. То есть безымянный палец у меня основной и мизинец вспомогательный палец, который корректирует натяжение нити. И это опять-таки натяжение нити. Вы смотрите, вяжете, пробуете, ускоряетесь. И тогда вы начинаете это чувствовать, потому что поставить руку другому человеку практически невозможно. Это только нужно прочувствовать. А прочувствовать можно это только с практикой и скоростью вязания. Третья проблема, которая часто возникает, это неровные края полотнища. Правая и левая сторона, кромочные петли, одна стянута, вторая наоборот растянута, или же наоборот. Что здесь важно? Когда вы вяжете кромочные, их провязывают тоже множеством различных способов. Я остановлюсь сегодня на самой классической кромочной петле, это скрещенной. Уплотненные и все остальное, я считаю, что к этому моменту можно подходить, когда уже есть некие навыки в вязании. Если вы начинающий мастер, вяжете первое свое, ну, может быть, второе изделие, тогда не стоит, с моей точки зрения, заморачиваться сложными приемами вязания. Нужно использовать максимально все просто. И вот кромочная петля, когда вы смотрите с изнанки, она должна быть одинаковая и справа, и слева. То есть косички должны быть эти полностью одинаковые. Это достигается провязыванием кромочных петель скрещенными. Как это делается на практике? В своих видео я неоднократно показывала, как я провязываю кромочную петлю, потому что, провязывая образец, как правило, я использую классику, что набор петель, что кромочные. Итак, я набрала 10 петель, произвольное количество, просто чтобы показать, как провязываю я кромочные петли, ну вообще как они провязываются классически по всем канонам вязания. Итак, это набранный у меня край, я переворачиваю
вязания. Кстати, я вот чаще всего, не всегда, но очень часто нити фиксирую после набора петель техническим узелком. Это не дает возможности первой петле растягиваться в начале вязания. Потом при необходимости можно этот узелок поддеть спицей или иглой, и он легко распустится. И вы начинаете там сшивать изделие или делать что-то другое. А вот для таких изделий, как шарф, к примеру, или палантин, наоборот, этот узелок очень даже полезным оказывается, потому что его легко заправить, не нужно никаких дополнительных обработок проводить, или же пустить этот хвостик в бахрому. И вот после набора петель первую петлю кромочную я всегда провязываю изнаночной, вот таким вот образом. Далее я ее буду переснимать и покажу как. Провязываю все свои петли, сколько у меня их там есть после набора, и дохожу до кромочной петли. В этом ряду я кромочную также провязываю просто изнаночной петлей. Вот так петля у меня находится на спице, так как у меня здесь узелок, я ее провязываю обычной, не скрещенной, обычной изнаночной петлей. Это касается только первого ряда. Переворачиваю вязание и перехожу на лицевую сторону. Вот так у меня расположена на спице кромочная петля, обычная изнаночная. И я ее просто переснимаю вот таким образом за заднюю стенку. Просто переснимаю на спицу. Дальше провязываю все петли лицевыми или по узору, в зависимости от того, что вы вяжете. И подхожу к следующей кромочной петле. Вот она. Эту петлю я уже буду провязывать лицевой скрещенной. То есть, начиная с первого ряда, кромочные я провязываю. Не провязываю кромочные я только в первом установочном ряду. Первый ряд, который идет после набора петель, это установочный ряд, и вот в нем я как раз кромочные провязываю обычной петлей. Начиная с первого ряда вязания, все кромочные я провязываю скрещенными. Вот у меня кромочная петля, она вот таким образом расположена на спице, и я за переднюю стенку провязываю ее лицевой скрещенной, вот таким образом. Переворачиваю работу, ко мне смотрит изнаночная сторона. Вот так выглядит кромочная петля у меня на спице. Нить на спицу кладу, и вот таким образом я ее переснимаю. Пересняла нить, дальше я направляю в зависимости от того, какая у меня следующая петля. Если это лицевая, то за работу, если это изнаночная, то перед работой. И провязываю все свои петли. Еще раз покажу, как провязывается изнаночная кромочная. Провязала я изнаночный ряд, дошла до кромочной петли. Кромочная петля вот таким образом у меня смотрится на спице. Нить перед работой, и за заднюю стенку я провязываю изнаночную скрещенную петлю. Все. Вот все хитрости. Еще один момент, на котором я бы хотела остановиться, когда провязывается кромочная петля. Натяжение нити должно быть стандартное. Не сильнее зажимаете вы нить, не слабее. Оно должно быть таким, как вы провязываете все петли полотна. Потому что я встречала, допустим, случаи, когда вот, к примеру, вот эта петля получается такая растянутая, этот край. И вот девочка берет вот здесь посильнее его натягивает, а потом получаются неровности петель, потому что вот это натяжение, оно все равно равномерно дальше будет по петлям распределяться. Оно не останется только на одной этой петле, потому что все петельки у нас связаны, мы вяжем одной нитью. И вот так поступать не нужно. И потом вот эта петля тоже получается более тугая, нежели остальные. В общем-то, итоге кромочная то ли будет растянутая, то ли не будет. Это еще большой вопрос, но полотно ровным точно не получится. Четвертый момент, на котором я хотела бы остановиться, это подбор спиц.
Вот у меня упаковка от пряжи, из которой я вяжу сейчас маленькие образцы. Я считаю, что здесь производитель достаточно грамотно дал рекомендации по выбору спиц. Здесь идет рекомендация 4,5-5. Плюс-минус пол размера я не беру во внимание, потому что плотность вязания у нас у всех разная. Но есть, я встречала пряжу, не буду озвучивать производителя, но очень часто встречается такое, что вот приблизительно такая же пряжа, 200 метров на 100 грамм, и рекомендации производителя. Спицы 2,5-6,5. Какую спицу выбрать? А Бог его знает, какую эту спицу выбрать нужно. Что нужно делать в этом случае и как подбирать спицы? Общие рекомендации есть, но они мало о чем говорят. Проще взять, начиная с троечки по пятерку, это самые распространенные спицы, которые наверняка есть у каждого, и попробовать провязать образец на всех этих 3 размерах спиц, и вы увидите по полотну, как оно ложится. Но здесь опять-таки нужен как бы быстрее опыт, чтобы не пробовать каждую пряжу провязывать по 3 образца. Но именно вот для начинающих мастеров у меня вот такая будет рекомендация. Просто пробовать конкретную пряжу. Небольшой образец, не нужно вязать там полотенце целое, достаточно связать 5-7 сантиметров, чтобы увидеть плотность вязания. И желательно это вязать одним полотном, то есть сначала вы провязали на троечке, потом на четверочке, потом на пятерочке. И когда это все в одном полотне, это очень хорошо видно сразу, на каких спицах полотно выглядит красиво и опрятно. При этом оно не перетянуто и не слишком расслабленное получается вязание. И пятая причина, на которой я сегодня хотела бы остановиться, это закрытие петель. Закрытие петель чаще всего получается наоборот более растянутым, чем затянутым, хотя бывает и затянутые края. Что здесь важно? Опять та же самая причина – это правильное и равномерное натяжение нити. Закрывать петли можно двумя способами классически. Это провязывание 2 петель вместе, вот так, 2 вместе, вернули петлю и опять 2 вместе, и так до конца ряда. Второй же способ, который мне, допустим, больше нравится, и он считается более правильным, это закрытие петель по узору. Первую кромочную я просто переснимаю, следующая лицевая, я ее провязываю лицевой, учитывая натяжение нити, оно должно быть постоянным, таким же самым, как вы вязали само полотно. Ну, здесь нужно только чувствовать, потому что никто вам, повторюсь, руку не поставит, только можете это сделать вы. Далее предыдущую петлю я перебрасываю через провязанную вторую петлю. По сути говоря, то же самое убавление 2 вместе протяжкой, оно точно так же выполняется. С одним отличием, что когда вы провязываете 2 петли вместе, петли получаются более вытянутыми. На вот этой спице, когда вы вот провязали 2 вместе, она получается здесь более вытянутая. Поэтому я рекомендую закрывать петли вот таким классическим способом, провязывая поочередно каждую петлю и набрасывая на нее предыдущую. Тогда край получится ровным и не растянутым. Но опять-таки нужно обязательно следить за натяжением нити. Натяжение нити самое простое упражнение, которое я могу предложить вам. Попробуйте. Это вы вот просто пальцами зажимаете пряжу без спиц, без ничего, и просто протягиваете нить, и вы чувствуете, как она тянется у вас. Легко, наоборот, сложно, тяжело, туго, или же ровно и равномерно. И вот это упражнение, оно очень легко
и быстро поставит вам руку. А вязание самого полотна — это садитесь, когда есть у вас свободное время, и вяжете лицевую гладь. Берете самые дешевые, самые простые нитки, но это должны быть обязательно гладкая пряжа должна быть, потому что на фантазийной пряже или же ленточной вы можете просто не увидеть результата. И потом, когда вы провяжете 2 метра этого полотна, вы посмотрите на начало своего вязания и на конечный результат. И вы увидите разницу, вы убедитесь. Еще один момент, на котором я хочу остановиться по поводу скорости вязания, это то, что вы не начинаете сразу вязать быстро, начиная с первого ряда. Вы в таком случае обязательно или потеряете петли, или собьетесь, или еще что-то произойдет, потому что вы будете думать только о скорости. Скорость приходит сама. То есть вы внимательно вяжете каждую петлю. Просто со временем вы по чуть-чуть ускоряетесь, ускоряетесь и ускоряетесь. И вот так приобретается опыт. Надеюсь, это видео было полезным, и каждый для себя почерпнет из него что-то новое. Всем хорошего дня и красивых изделий. До встречи на канале!